Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, практически каждую неделю, я стараюсь не пропускать самое важное, что хотят вам сказать карты на ближайшую неделю. Сейчас стихия огонь, знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Искорки мои, особенно овны. Ну, конечно же, я не могу не напомнить про акцендент. Акцендент влияет на ваш характер, на ваше состояние, на ваши мысли и, соответственно, на то, что с вами происходит. Поэтому для полной картины советов всегда советую, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Кстати, у меня сейчас есть клиентки несколько, когда мы анализируем их поведение, их мысли, их состояние, и я делаю расчеты по их дате рождения, то могу вам сказать, что у них превалирует именно акцендент, а не их знак зодиака. Значит, когда при рождении какая-то планета, которая отвечает за их акцендент, была очень яркой и была очень сильная, давала влияние, и, соответственно, это повлияло на их характер. Поэтому акцендент, да, важен. В конце, как всегда, 3 карты дополнительных советов и исполнение желаний. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите, карты прыгают, значит, уже готовы. Предсказывать хотят что-то, сказать, значит, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь, а смех еще и продлевает жизнь. Это уже доказано учеными. И я каждый раз напоминаю о практике «посмейся над своей проблемой». Я думаю, я хочу сделать эту практику именно для вашего пользования, чтобы вы просто могли включить, прослушать практику, посмотреть. Я думаю, я сделаю саблиминал, что надо будет смотреть и слушать, и со звуками смеха. Я уже подобрала все звуки, просто еще не совсем понимаю, как лучше ее сделать. Я ее сделаю, и вы тогда сможете, именно используя эту практику, хотя бы переводить проблемы в ранг задач. Задачи решать намного легче. Ну что, по одной карте на каждый знак зодиака и общая карта совета для стихии огонь сейчас. Ну что, овны, поехали. Мои дорогие овны, все будет медленно, все будет затягиваться, все будет тянуться, а вы любите все сразу и вчера. Нелегко вам будет по этой карте в ближайшую неделю, потому что вы любите, вы быстро довольно принимаете решения обычно, быстро пытаетесь действовать, а тут можно сказать, что не от вас зависящие обстоятельства будут затягивать процесс. Эта карта еще говорит о том, что где-то в глубине души то, что будет затягиваться, вы в этом не совсем уверены. Пересмотрите, проанализируйте ситуации, которые затягиваются. Может быть, можно пойти другим путем. Может быть, можно принять другое решение. Может быть, вы приняли решение, которое не совсем приведет вас к решению, к результату, который вы бы хотели. Также эта карта говорит о том, что, может быть, пришла неделя, в которую вам лучше затаиться, подождать и не бежать куда-то. Возьмите время для себя любимых, если есть такая возможность, или переключите
фокус внимания на что-то другое, что вы точно знаете правильно и точно знаете, что делать. И, соответственно, дайте вот этой идее, вот этому решению как бы созреть. И когда вы переключаете внимание с чего-то тяжелого на что-то более легкое, то, что тяжелое, решается, ну, если не само по себе, то вы видите ясную картину, когда вы отпускаете именно эту ситуацию. Подумайте об этом. Ну и, конечно, я знаю, как вы не любите, когда все затягивается, вы не любите тягомотину, поэтому советую вам переключать внимание чаще, если что-то не будет идти так быстро, как вы этого любите. Львы, смотрим, что же у вас. У вас очень уверенная неделя, у вас неделя улучшений материальных, я это вижу. По королеве монет это улучшение материального положения, более такая, знаете, яркая и более уверенная позиция, связанная с финансами, мои дорогие львы, ждет вас в ближайшую неделю. Также могу сказать, для мальчиков обратите внимание на ваших партнерш, на ваших, ну, это для тех, у кого есть партнерши, жены. Обратите внимание, уделите им хотя бы немного внимания. Они этого заслуживают. И даже если они этого не озвучивают, им это внимание как раз в этот момент времени, вот в ближайшую неделю, будет надо. Если вы даже не видите, даже если они не просят, помните, что вот особенно по этой карте, у них в ближайшую неделю вот эта нехватка заботы от вас будет вызывать плохое настроение. Подумайте об этом. Для тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки, мальчики, это для мальчиков сейчас. В ближайшую неделю может произойти новое знакомство. Кстати, я не описала женщину, это женщина старше 45. Светлый цвет волос, темные глаза. Дело в том, что женщина старше 45, я всегда говорю, мы не знаем. Я не могу видеть ее натуральный цвет волос, я могу видеть только тот цвет волос, который у нее сейчас. Поэтому, но темные глаза, соответственно, может быть ее натуральный цвет волос и темный. Но это не важно. Я вам просто ее описываю. Она старше 45. Если вы мальчик и старше 45, то она будет вашей ровесницей. Если вы младше 45, женщина старше вас. Но я всегда говорю, возраст это только номер в паспорте. Женщины, я знаю женщин, которым уже далеко за 70, а кажется, что им еще нет 30, и выглядят хорошо, и состояние души. А я знаю женщин, которым по 30-35, а кажется, что они намного старше. Поэтому возраст это такое субъективное. Вы обратите внимание на эту женщину. Тут нет никаких предостережений, кроме, тем более, если она вам понравится, кроме того, что больше эта женщина хороша для серьезных отношений, а не для скоротечных страстных романов. Она все-таки более серьезна, чем для некоторым из вас будет интересно. Если вас не интересуют отношения, ну и вы девочка, а не мальчик, то встреча с этой женщиной может вам помочь в каких-то вопросах, которые вас интересуют, а также это может быть встреча с кем-то из родных, близких или друзей девочек, которую вы, можно сказать, назначите. Вот такая идет неделя у львов. Кстати, тоже немножко медленнее, чем вы любите. Но у вас есть терпение, поэтому вам его хватит на эту замедленность. Стрельцы.
неделя, в которую таких глобальных планов делать не стоит. Глобальные планы не сработают, будет очень много поправок к этим глобальным планам, поэтому лучше оставить глобальные планы на другое время. Много работы, которую, если вы будете выполнять в одиночку, не будет сильно продуктивной. У вас возьмет намного больше времени эта работа, и, соответственно, вознаграждение за эту работу вы отдалите из-за того, что будете намного дольше выполнять эту работу. Тут карта говорит о том, что было бы здорово проекты, которые у вас будут в ближайшую неделю, выполнять или в паре с кем-то, или в команде даже. Подумайте, решайте, и тогда все будет более продуктивно и более быстро действовать. Не спешите с принятием решения, потому что если сильно поспешите, может пострадать ваше финансовое положение. Вам этого, конечно же, не хочется. Ну и общий совет для стихии огонь. А вот общий совет: ждите перемен, ждите, что что-то будет уходить, но на место того, что будет уходить, будет приходить что-то новое, более интересное и более нужное вам. Есть вещи, люди и события, которые уже перестали работать на вас, уже перестали приносить пользу, приносить удовольствие. И, соответственно, если от вещей было бы здорово избавиться самим, то ситуации было бы здорово оставить в прошлом. И, конечно же, если есть в вашей жизни люди, с которыми вам уже не по пути, было бы здорово отпустить их, чтобы они шли своим путем. И тогда на место этого всего придет что-то более новое, более яркое и более интересное для вас. Выбор ваш, карты только советуют. Ну что, загадывайте ваши желания. Ставьте ваши цели, думайте про ваши цели, про то, что вы хотите достичь. И, конечно же, давайте посмотрим ответы на ваши вопросы. Какой же ответ придет на ваш вопрос? Загадывайте вопрос, задавайте вопросы, и мы сейчас посмотрим. Ну и, конечно, карты дадут совет, что же сделать для того, чтобы ответ на вопрос был положительный для вас. Ну и так далее. Исполнилось ваше желание, и ваша цель была достигнута, или, по крайней мере, вы к ней приблизились. Смотрим. Я хочу вам сказать, что почему еще все будет затягиваться в ближайшую неделю? У вас недостаточно информации для того, чтобы все двигалось быстро. Точно так, это как дополнительный совет к повешенному, к тому, что в ближайшую неделю будет тягомотина у вас. И я хочу сказать, что для того, чтобы, может быть, и избежать этой тягомотины или ускорить процессы, вам нужна информация, которая у вас не достает. Получив эту информацию, это может быть по Верховной Жрице, это интернет, это соцсети, это мессенджеры. Вот. Поэтому, если вы зададите вопросы, ваш вопрос, кстати, для тех, у кого именно вопрос, ответ на ваш вопрос будет положительным в вашу сторону, потому что вопрос, скорее всего, вы задали правильно. Единственное, что этот ваш ответ вы получите через интернет, соцсети или мессенджеры, не через даже звонок. Именно вам ответят именно письмом. Вот это то, что я вижу здесь. Для всех остальных, для того, чтобы ваше желание исполнилось и цель была достигнута, вам нужно обучение для некоторых из вас,
и информация. У вас недостаточно информации для того, чтобы ваше желание исполнилось и ваша цель была достигнута. Получив нужную информацию, вы сможете действовать для исполнения вашего желания. Львы. По девятке воздуха. Это даже десятка воздуха. Вы готовы к улучшениям, говорит эта карта. Ваша целеустремленность очень важна для исполнения вашего желания. И главное, проверьте, ваше ли это желание, предназначено ли ваше, именно вы этого хотите. Не навязано ли вам желание кем-то, социумом, стремлением повышения какого-то статуса? Потому что если это так, то вряд ли оно исполнится по той простой причине, что вот этот недостаток вы и излучаете. Вы должны излучать уже законченную энергию, что у вас уже это есть. То, что вы излучаете сегодня, не соответствует вибрациям исполнения желаний. Измените ваше отношение к вашим желаниям. Также, так как это десятка воздуха, если мы говорим о других колодах, по десятке воздуха, все, что должно было произойти, уже произошло. Сейчас уже идут последствия. А вот для того, чтобы эти последствия были позитивными, настройте себя на позитив. Ответ на вопрос, скорее всего, не придет в ближайшую неделю. Тут еще могут попросить, могут даже не понять ваш вопрос, который вы задавали. Поэтому ответа может не быть. Вам, может быть, придется еще раз задать вопрос, перефразировав его. Ваше желание начнет исполняться, когда изменится ваше внутреннее состояние. Стрельцы, могу сказать, что все в ваших руках. У вас есть превосходство перед другими, у вас есть знания и у вас есть стремление, у вас есть все, чтобы получить желаемое. Единственное, что так же, как и у львов, я хочу вас спросить, ваше ли это желание? Потому что если оно не ваше, если оно навязано вам, вы не очень-то и хотите. Понимаете, дело в том, что оно может исполниться. Знаете, как говорят, бойтесь своих желаний, они имеют тенденцию исполняться. Но по исполнению вот желания, которые некоторые из вас загадали, у вас не будет ни облегчения, ни улучшения, ни счастья. По той простой причине, или вы неправильно его сформулировали, или это не ваше желание. Поэтому задумайтесь, перефразируйте, переформулируйте или поменяйте. Желайте только то, чего вы именно хотите. И так же, как и для львов, могу сказать, что ответ на вопрос, скорее всего, не придет. Вас попросят какую-то дополнительную информацию для того, чтобы дать вам ответ на вопрос, и вам придется эту информацию предоставить и, соответственно, еще подождать. Вот такая неделя у огоньков. Ну, а я желаю вам, в свою очередь, счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души. Не зависит оно ни от каких внешних обстоятельств. Если вы решили быть счастливыми, будьте ими. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока!